Эта история случилась много лет назад в небольшом поселке недалеко от Архангельска. Там, в деревянном доме на краю деревни, жила пожилая женщина по имени Галина Ивановна. Она прожила здесь всю свою жизнь. Родилась, выросла, вышла замуж, вырастила дочь и ни разу не покидала родные места. Галина всегда считала свой поселок самым лучшим местом на земле. Здесь воздух был чист, вода в реке прозрачна, а зимой снег сверкал, словно бриллианты на солнце. В молодости она преподавала в местной школе, учила детей читать, писать и любить родной край. Со своим мужем, Павлом, она прожила долгую и счастливую жизнь. Он был плотником, сильным и добрым человеком, который умел делать все, от табурета до лодки. Вместе они построили дом, посадили сад, вырастили дочь Анну. Их семья была примером для всех — трудолюбивые, мирные, всегда готовые помочь соседям. Когда Анна выросла, она уехала учиться в город. Там встретила любовь, вышла замуж. Галина с Павлом переживали, но радовались, что у дочери все хорошо. Годы шли. Однажды Павел сильно заболел. Болезнь оказалась тяжелой, сердце не выдержало. После 40 лет брака Галина осталась одна. Потеря была настолько болезненной, что первые месяцы она словно не жила, просто существовала. Анна звонила каждый день, умоляла мать переехать в город, но Галина отказывалась. Она не могла покинуть место, где прошла вся ее жизнь. Со временем боль притихла, но одиночество осталось. К счастью, в поселке было много людей, готовых помочь. Бывшие ученики часто навещали Галину Ивановну, приносили ей продукты, дрова, просто заходили поговорить. Особенно часто приходил ее бывший ученик, Сергей. Высокий и широкоплечий парень, он был охотником и рыбаком. Каждый раз, уходя в тайгу, он обещал принести что-нибудь вкусное — рыбу или дичь. Однажды, в холодный мартовский день, Сергей появился у калитки с загадочной улыбкой. «Галина Ивановна», — сказал он, едва переступив порог, — «у меня для вас сюрприз». Он распахнул куртку, и Галина увидела на его руках 4 крошечных щенков. Они дрожали, пищали и пытались спрятаться. «Нашел их сегодня утром в лесу», — объяснил Сергей. «Мать, видимо, погибла. Одни совсем. Вы ведь любите животных? Может, приютите их, пока не найду, кому отдать?» Галина ахнула. «Бедняжки. Конечно, принесу им молока, отогрею». Она приняла малышей, завернула их в старый платок и посадила возле печи. Только вот Сергей умолчал о том, что это не собачьи щенки, а волчьи. Он понимал, что сказать правду сейчас значит напугать женщину. «Пусть пока поживут», — подумал он, — «потом разберусь». Галина кормила малышей из бутылочки, согревала их у печки и говорила с ними словно с детьми. Через несколько дней она дала им имена — Грей, Шторм, Лиса и Шалун. «Грей — самый серьезный», — улыбалась она, глядя, как серый комочек внимательно следит за ее движениями. Щенки росли быстро. Они набирались сил, играли, носились по дому, переворачивали миски и выкапывали землю из цветочных горшков. Галина ворчала, но в глубине души радовалась. Дом снова ожил, наполнился шумом и движением. Через несколько месяцев она стала замечать странности. Щенки росли слишком быстро. Лапы становились длинными и мощными, зубы — острыми, глаза — желтыми и блестящими. Соседские собаки лаяли на них, сторонились. Но Галина не придавала этому значения. Для нее они были просто ее любимцами. Как-то летом мимо ее двора проходил охотник. Увидев, как 4 подросших зверей играют на лужайке, он замер, потом крикнул: «Галина Ивановна, да это ж волки!» Он уже поднял ружье, но женщина заслонила животных собой. «Не смей, они никому не вредят, это мои малыши». Соседи крутили пальцем у виска, говорили, что она сошла с ума. Держать волков в доме.
Но Галина только улыбалась. Она верила. Если относиться к живому существу с добротой, оно никогда не причинит зла. Прошел год. Волки выросли, но всегда возвращались домой. Особенно преданным был Грей, самый серьезный. Он часто ложился у порога и сторожил дом. Когда пришла осень, дни стали холодными и короткими. Галина с волками проводила вечера у печи, вязала теплые носки, а звери дремали рядом. Так было спокойно и уютно, что казалось, ничто не способно нарушить этот покой. Но однажды поздней ночью раздался громкий стук в дверь. Галина проснулась и, подумав, что это кто-то из соседей, и поспешила открыть. На пороге стояли трое мужчин в темных куртках. Один держал в руках пистолет. «Деньги на стол, бабуля!» — приказал он. «И побыстрее!» «Да какие деньги? У меня их нет!» — испуганно ответила Галина. Мужчина шагнул вперед, замахнувшись рукой. В этот момент из гостиной послышалось низкое, угрожающее рычание. Волки проснулись. Еще мгновение, и в проеме двери показались их силуэты. Грей стоял впереди. Шерсть на загривке поднялась дыбом. Лиса метнулась в сторону, перекрывая путь к окну, а Шторм и Шалун ринулись на грабителей. Послышались крики, лай, рычание, звон разбитого стекла. Пока волки сражались, Галина бросилась в спальню и дрожащими руками набрала номер полиции. А потом неожиданно раздался выстрел. Сердце женщины сжалось. Когда она выбежала обратно в гостиную, увидела, как Грей лежит на полу, под ним темное пятно крови. Остальные волки рычали, оттесняя преступников к двери. В тот же момент у дома раздался визг тормозов. Подъехала полиция. Грабители, выбежав наружу, оказались в кольце. Их быстро обезвредили. А Галина опустилась рядом с Греем. Он тихо скулил, но глаза были ясные, живые. Женщина перевязала ему лапу, гладила по голове и шептала: «Потерпи, мой хороший, все будет хорошо». И действительно, все закончилось благополучно. Пуля задела только мышцу, и через несколько недель Грей снова бегал по двору. Когда история разошлась по округе, все говорили только об этом. Приезжали журналисты, снимали репортажи, писали статьи, но Галина избегала внимания. «Они не герои», — говорила она, — «они просто моя семья». С тех пор в поселке никто не смел сказать о волках плохого слова. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.